Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Валерия Золушка. Сегодня я подготовила для вас очень насыщенное видео. Будет много уборки, стирки, наведения чистоты и порядка в доме. Поговорим на интересные темы, прогуляемся по весеннему городу и приготовим вкусный ужин. Так что всем желаю приятного просмотра. Как обычно, в начале видео показываю вам квартиру до уборки. Это видео я снимала утром, мы еще не успели заправить постели. Очень много у меня накопилось постиранных вещей, которые все нужно сложить, разложить. Сегодня хочу тщательно почистить и постирать все на этом диване. И на кухне я не сказала бы, что здесь сильно грязно. Здесь просто нужно сделать такую ежедневную быструю уборку, загрузить грязную посуду в посудомоечную машину и что-то помыть вручную. Сегодняшнюю уборку я начинаю со смены постельного белья на нашей двуспальной кровати. Буду застилать свой любимый комплект с авокадо. Кстати, многие мне писали в комментариях, что этот комплект действительно красивый, и кто-то даже его заказал благодаря моей ссылке. Так что, ребят, мне очень приятно, что я в чем-то могу быть вам полезна. И сегодня, пока я делаю какие-то дела, хотела с вами поболтать, так сказать, о наболевшем. Наверное, вы заметили такое необычное название этого видео. Зашиваюсь с 3 детьми. Знаете, ребят, я не привыкла в своих видео жаловаться, и в принципе я и сама не люблю жаловаться, и мне не очень нравится, когда люди жалуются там на жизнь или на какие-то проблемы. Мне кажется, что проблемы, какие-то жизненные неурядицы есть у всех. И знаете, когда вот лично у меня плохое настроение, или опускаются руки, я устала, или, как сейчас говорят, эмоциональное выгорание, я в такие дни, наоборот, как-то замыкаюсь в своей скорлупке, но максимум я там мужу могу поплакаться, чтобы он меня пожалел. Но я не буду в такие дни снимать видео, жаловаться своим зрителям, как мне тяжело, как я устала. Мне кажется, что все-таки я на своем канале стараюсь нести позитив в массы, да, и мне самой нравятся люди, которые мотивируют других на какие-то подвиги, да, неважно, маленькие или большие, но мне все-таки нравится, когда люди делятся своей энергией, заряжают ею других. Что касается того, вообще зачем я подняла эту тему, легко ли одной и с детьми, и делать все по хозяйству. Дело в том, что под некоторыми роликами мне писали такие комментарии типа: я так и думал, что лафа, что в декрете все легко и просто, там ты сидишь дома, ну, в общем, вы понимаете, да, о чем я говорю. На самом деле, ребят, может быть, на видео все кажется, что так легко и просто. И знаете, когда я вижу, например, в Инстаграме или на Ютубе идеальные семьи, идеальные картинки, где счастливая, отдохнувшая мама, где суперпослушные дети, я понимаю, что здесь явно есть помощники, потому что одной маме делать все нереально. По поводу того, нужна ли нашей семье няня. У нас были несколько раз с мужем разговоры на эту тему. Знаете, ребят, я не сказала бы, чтобы вот я так остро нуждаюсь в няне. Единственный момент, мне хотелось бы, чтобы у меня был человек, который бы гулял с детьми, то есть отправлялся с ними на прогулку, но это буквально в день, там, не знаю, часа 2-3, чтобы за это время я успевала делать какие-то домашние дела. Потому что очень часто у нас бывает так, что, например, утром мы просыпаемся, старший сын идет в школу, а мне нужно что-то сделать по хозяйству, либо по уборке, либо что-то приготовить. И я понимаю, что вот у меня средний сын Родя, ему со мной скучно, да, находиться во время этих домашних дел, и он мог бы это время провести с пользой, погулять или позаниматься какими-то развивающими занятиями. Вот в этом плане, конечно же, мне бы хотелось какого-то помощника, но пока такого помощника у меня нет. А по поводу своей усталости, конечно же, усталость у меня накапливается. Практически каждый день я вечером просто падаю с ног. Знаете, одна зрительница мне как-то написала в комментариях, что станет легче, когда самому младшему будет 3 года. Не знаю, как у нас будет, действительно будет так или нет. Конечно же, с одной стороны, я жду, да, когда дети немного подрастут, но с другой стороны, мне очень нравится вот этот нежный возраст до 2-3 лет. Я просто обожаю малышей, грудничков, и мне не хочется торопить время, мне хочется насладиться каждым мигом, поэтому время я торопить не хочу, пусть все идет своим чередом. Я надеюсь, что когда-нибудь
Может быть, на пенсии я все-таки отдохну. Ребят, на Валберес заказала вот такую щетку для очистки одежды, мебели от шерсти животных. Очень надеюсь, что мне эта щетка поможет. Дело в том, что вот этот диван, он у меня весь в шерсти, потому что здесь старший сын Лёва постоянно сидит с котом. Он приходит со школы, садится сюда читать и берет с собой кота. Коту это нравится. В общем, они такие друзья. И вот это все в шерсти. Я сейчас хочу оба пледа и вот эти чехлы с подушек снять, отправить в стирку. У меня, правда, сейчас на балконе сушатся вещи, да, недавно постиранные, места нет, но, думаю, разберу сушилку напольную, если что, посушу там. Сейчас в квартире жарко, все быстро высохнет. Вот, и, короче, отправлю все это в стирку и... Вот этой щеткой почищу. Я заказывала на Валберес. Отзывы на Валберес какие-то прям вообще неземные, что эта щетка очень хорошо всем помогает. Там есть внутри специальный контейнер, который собирает эту всю шерсть. В общем, все буду вам показывать. Сначала я начала снимать чехлы с подушек, но потом поняла, что лучше по чехлам пройтись щеткой, еще когда они находятся на подушках, а уже потом отправлять их в стиральную машину. Здесь я вам показываю щетку уже без упаковки, вот так она выглядит. Здесь сзади контейнер, он открывается нажатием кнопки. Единственное, иногда он открывается в процессе чистки, и можно его придерживать пальцами, так даже удобнее. И, ребят, когда я начала чистить, я делала неправильно, я щеткой проводила только в одну сторону, и поэтому у меня шерсть в контейнер не собиралась. Я уже даже стала думать, что мне какая-то бракованная щетка досталась, но потом я вспомнила, что в отзывах писали люди, что щеткой нужно делать движение вперед-назад, и тогда вся шерсть собирается в контейнер. И вот потом я уже начала правильно чистить, и у меня полный контейнер заполнился шерстью. Чуть позже я вам покажу. Стирать я сегодня буду капсулами от Ariel. Я их, как правило, использую при стирке темных вещей или каких-то цветных вещей, а для белого, светлого белья я использую сухой концентрированный порошок от Faberlic. И продолжаю чистить диван. Вот здесь вы уже видите, да, что я делаю движение вперед-назад, и тогда вся шерсть собирается. Я тут заодно и себя почистила. Конечно, этот диван давно нуждался в такой чистке, шерсти здесь накопилось очень много. Кстати, в отзывах люди писали, что этой щеткой прекрасно очищаются и ковры на полу, да, у кого есть домашнее животное. Там люди просто в восторге, потому что пылесосом, к сожалению, не получается всю шерсть собрать. Но у меня ковров нет, поэтому я вот ей воспользовалась только на диване. Ну вот посмотрите, сколько в итоге щетка собрала шерсти. Я когда открыла, просто глазам своим не поверила. Конечно, очень много, и заодно она собирает какую-то пыль. В общем, весь контейнер был заполнен. Я продолжаю уборку, хочу заправить постель Родиона, среднего сына. Ночью у нас случилась, так сказать, неприятность, поэтому хочу постирать на матрасник. Ну и, соответственно, постельное белье у меня сейчас тоже сушится на балконе. И решила по пледу пройтись тоже щеткой. Здесь, конечно, шерсти немного, потому что кот здесь не сидит, но все равно кое-что щетка собрала. И сегодня решила пропылесосить обычным проводным пылесосом, не вертикальным, а проводной пылесос помощнее. В общем, решила такую более основательную уборку сегодня провести. Сегодня мыть полы я буду
новым для себя способом с помощью паровой швабры. У меня появился такой помощник в уборке. Здесь мы с Рози как раз заливаем фильтрованную воду в швабру. Ребят, более подробно об этой швабре я расскажу в следующем видео, будет обзор на нее. А сейчас просто показываю вам, как она моет. Пока я от нее в полном восторге, прекрасно швабра все отмывает, точнее даже отпаривает, да. И мне кажется, что для тех, кто предпочитает экологичные средства уборки без всякой химии, то это просто идеальный вариант, потому что туда наливается простая вода без всяких средств, и таким образом полы моются. Для тех, у кого есть дети, да, вот как у меня ситуация, особенно которые ползают или скоро должны ползать, мне кажется, это незаменимый помощник. Да, кто-то тут согласен. Сейчас мне осталось загрузить посуду в посудомоечную машину. Честно говоря, уже затянула я с уборкой. Как обычно, ничего не успеваю, но нам уже нужно бежать, забирать Леву из школы. Поэтому все, что я не успела, например, я не успела сложить постельное белье, я это оставлю на потом. Хочу показать вам, какой у нас сейчас красивый вид из окон. Мне кажется, май месяц не сравнится ни с одним другим месяцем. Такая сочная зелень, цветущие сады, непередаваемые ароматы черемухи, сирени. В общем, я просто кайфую. Ребят, мы уже пришли домой, дети попросили приготовить пиццу. Смотрите, я на Вайлдберрис заказала вот такую готовую смесь для пиццы. Здесь нужно добавить только воду и растительное масло. У меня, так, малыш у меня на руках, у меня получилось вот такое тесто. Я уже один раз готовила, как бы примерно представляю, да, какое тесто. Получается, в коробочке идет 2 пакетика, и вот из 2 пакетиков получается вот такой достаточно большой комочек. Если раскатать, то на весь противень, то есть пицца получается очень большая. Я сейчас, наверное, даже немножко отрежу, у меня потому что фарш есть. Еще возьму немножко теста на пельмени. И уже приготовила начинку, сыр потерла, помидорки. Здесь ветчина у меня, ее так тоненько постаралась порезать. В общем, начинка будет такая самая простая. Сейчас быстро тесто раскатаю, положу начинку и отправлю в духовку. Почему все быстро? Потому что у меня, как обычно, малыш капризничает. Вот сейчас он у меня на ручках сидит. И поэтому все быстрее и быстрее. Ребят, вот что получилось. Сыра постаралась натереть побольше, потому что начинки не очень много. Буду отправлять в духовку минут на 15-20. Единственное, я положила на противень, немного посыпала рисовой муки, потому что у меня закончилась моя любимая бумага для выпекания, надо будет заказать. Но надеюсь, что так тоже тесто нормально отойдет от противня.
Я налепила немного пельменей, на нашу семью это буквально на один раз поесть. Здесь у меня остался фарш, я замораживаю его в зип-пакетах из Ikea. И вот в итоге какая получилась у нас пицца. Она, конечно, у меня немного корявенькая, но все равно мы с удовольствием съели. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. До встречи! До встречи в новых видео. Всем пока-пока!